Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня мы с вами рассмотрим вот такой вот жесткий диск, которого по заключению инженера стучит внутри. Что-то стучит, и он не определяется. Давайте это проверим на примере ноутбука. Подключим его к нашему ноутбуку. Как вы можете слышать, что-то внутри стучит, клацает циклически. И наше устройство на ноутбуке не определяется. Попробуем добавить еще дополнительное питание. Ничего не изменилось. На ноутбуке он так и не определился. Отключаем. Думаю, многим будет интересно узнать, что же там внутри, почему оно клацает. Честно говоря, нам это тоже интересно. Поэтому попробуем посмотреть, что же там внутри делается. Открутим крепежные винты. Я их уже был предварительно немножко ослабил, чтобы ускорить процесс. Вот. Шестой. И здесь один спрятан вот под наклеечкой. Я его уже заранее немножко расковырял. Вот. Возьмем лопатку. И момент истины. Значит, смотрите, что из себя представляет жесткий диск. Если вот видно здесь, вот в этом месте, вот здесь царапины, которые четко просматриваются по кругу. Здесь вообще просто борозда выедена. Давайте теперь попробуем подключить его к нашему ноутбуку и посмотрим, что же у нас там клацает. Клиенту мы уже жесткий диск этот заменили на новый. Успешно ноутбук выдали. Вот. Начал набирать наш жесткий диск обороты. И как видите, головка доходит до того места, где царапины. И там дальше уже ничего не читает. То есть, почему клацает в данном случае жесткий диск? И почему он не работает? Внутри на жестком диске царапины, физические царапины, он физически поврежден. Использовать этот жесткий диск дальше уже фактически невозможно. Хранить на нем информацию, домашние фотографии, фото, видео уже никак. Поэтому данный жесткий диск от ноутбука мы уже списываем. Немножко он поклацает, и сейчас, наверное, скорее всего, перейдет в режим, головка припаркуется, и он уже перейдет в режим стендбай. Давайте еще добавим дополнительное питание, на всякий случай, вдруг. Как видите, процесс дальше не движется ничего. Ну вот, тем, кому было интересно, что же там внутри этих жестких дисков, что там не так, почему оно там жужжит, стучит, клацает и не работает, думаю, для вас уже это теперь не загадка. Все, отключаем. Менять, некоторые могут сказать, давайте поменяем вот эту вот штуку. Крайне сложный процесс. Не рекомендую. Позиционирование головки над... А здесь, и, кстати, если... Ну, сейчас покажу. Здесь она не одна. Здесь их целых
Раз, два, три. Резкости нашей камеры не совсем хватает. Сейчас попробуем вот так. Вот. Вот здесь 3 головки. Вот поэтому. А сколько же здесь блинов? Давайте уже до конца, раз уже этот наш экспериментальный кролик. Сейчас возьму пинцет. Снимем этот пылевой фильтр. Зачем тут, кстати, пылевой фильтр? Это для того, чтобы диск вращается. Если там внутри попадают какие-то пылинки, они центробежной силой выталкиваются наружу. И вот если посмотреть вот сюда, там вы увидите, что поверхность у нас не одна. Сможем ли мы это вам показать или нет? Эх, не хватает нашей камеры совсем. Угла обзора не хватает. В общем, под этим блином есть еще один такой же точно блин, на котором записывается вся ваша информация. Ну вот как бы на этом и все. Спасибо вам большое за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго.